И снова здравствуйте, гости дорогие! Рад вас приветствовать в моей, так скажем, летнем дворце, в моей мастерской, где происходят основные работы, где делаю мебель, ну, когда, разумеется, ее заказывают. Наступило календарное лето, снег, правда, еще не везде растаял, ему это не объяснили, но, тем не менее, я перешел в хорошо освещенную и отапливаемую солнечным светом мастерскую, где я буду вам рассказывать о инструментах, к тому же размахивать тем инструментом, про которые я буду говорить, в моей узенькой маленькой мастерской будет не так удобно. Итак, что мы сегодня с вами имеем? А сегодня мы с вами имеем вот такую замечательную вещь, которая называется тёна. Это один из вариантов японского тесла. Почему один из вариантов, я вам покажу еще несколько вариантов этого тесла и их родственников, которые у нас есть. Ну и, разумеется, мы ими поработаем. Вернее, мы поработаем, а вы посмотрите. Как говорила муха, сидячи на вале, мы пахали. Ну, вот примерно так же мы будем и работать. Итак, разговор сегодня у нас пойдет о тёна. Тёна. Это по-японски означает просто тесло. Причем любое тесло называется тёна. Даже вот такое вот тесло. Это не японское тесло. Оно найдено на Сахалине. В тот момент японцев здесь еще не было. Да и в Японии их, правда, не было в тот момент. Жили какие-то из родственников, видимо, айнов. И они пользуются вот такими теслами. Это уже, так скажем, позднего периода. То, которое уже вместе с металлом работала, потому как красивое, замечательно полированное вот такое вот из зеленоватого камня тесло однажды ушло с одним из моих детей в школу, и из школы не вернулись. Нет, в смысле, дети вернулись, они вернулись. Тесло, маленький топорик, несколько обсидиановых стрел, и все, что было найдено непосильным трудом, бродя по речкам, просто так, поднято по дороге. Я уже давно не бродил по речкам, надо будет пробежаться, поискать. А так можно было бы насадить и попробовать, как оно работает. Итак, разберемся, из чего состоит тёна. Вот это обычная стандартная тёна, которая везде. Состоит она из двух основных частей, иногда из трех. Состоит она из рукояти, по-японски называется гара. Изогнутая ручка из дерева, как правило, это либо японский орех, либо рябина, либо клен, но любое гнучее дерево. Давным-давно я был твердо уверен, что хитрые японцы специально гнут живое дерево и пытаются и делают из него такие замечательные вещи, пока оно растет. Но правда оказалась, как и правда о японских других чудесах, намного прозаичнее. Распаривается тонкая ветка, сгибается, веревочка так и связывается, и в принципе она хранится завязана вот здесь веревочкой, отсюда до сюда в нерабочем состоянии, как правило, даже в собранном. И лезвие одного из вариантов называется ха или хамоно. В зависимости от, так скажем, назначения этих хамоно бывают разные. Посмотрим, как оно выглядит внутри. Вот у меня тут маленький клинышек. Здесь получается 9,5 сантиметров. Это по японским вариантам. Получается 3 суна. Они бывают шире, где-то примерно вот настолько. Бывают узкие, вообще абсолютно узкие, сантиметров 5. Все зависит от применения. Для начала поговорим о двух основных типах тёна. Это тёна, так скажем, просто тёна. Отставим ее в сторону. А начнем мы с катако тёна. Это наиболее древний вариант тёна, насаженный на деревяшку. В принципе,
также насаживались и вот такие вот каменные штучки, они вставляли сюда на изогнутый сучок или просто сучок с утолщением, чтобы так помощнее было, потяжелее. И работали они по обтесыванию, там, вытесыванию лодок, вытесыванию каких-то соединений строительных. Данный вариант чона используется для работы, типа работы обычным теслом, топором. Ну вот, так как вот эти вот тесла из братских республик наших стандартные, примерно так же оно и работает, по тому же принципу. Плоские поверхности ей обрабатывать будет не так удобно. Работа ГТТ Тёна, дубль первый и, наверное, последний. Тоже веточка клена. Я ее не буду сильно обдирать, потому что клен для меня это хороший материал. Я его использую для каких-нибудь токарно-представительских целей. Ну, учитывая, что у меня нету 30 поколений или 40, как я недавно смотрел у одного японского кузнеца, там порядка 60 поколений, последние 400 лет они делали мечи. Ну вот оно, качество обработки ГТТ Тёна. Сам инструмент лежит, отдыхает. Инструмент я только заправлял. Вот кроме того, который был найден на Сахалине, все остальные я получил в вполне остром виде. Просто снял ржавчину и слегка заправил. Пройдемся по типам лезвий, так скажем. Тёна по принципу работы делится на катамен и рёмен. Что такое? Мен — это лицо. Катамен или сторона — это одна сторона. Вот если мы посмотрим на эту Тёна, ясно видно плоскость и угол заточки с одной стороны. В принципе, к катамен относятся и все вот остальные Тёна. У них очень небольшая заточка с этой стороны. А рёмен относится вот этот вот интересный тип Тёна. Вы видите, он сделан такой толстый. Как он называется, чуть попозже доберемся, скажем. В зависимости от катамен или рёмен, расположение слоя жесткого железа. Здесь он расположен в центре. Соответственно, здесь расположен по внешнему краю и здесь тоже по внешнему краю. Как бы переточить Тёна с одного варианта на другой, конечно, можно, но работа не будет, короче, как будто из гвоздей склепанная. Япония – это страна специализации, поэтому очень много очень специализированного инструмента. Кроме того, в каждом регионе свой стандарт. Так, начнем с этого товарища. Называется он Ивакуни, или другое у него название Фуная. Фуная — это означает корабельный, так скажем, что-то работая с кораблями, с судами. Фуне — это корабль, судно. Оно используется при постройке, вернее, обтесывании внешней стороны кораблей, и поэтому у него форма абсолютно прямая. Соответственно, удар по внешней поверхности получается скользящий. По ровной поверхности она будет зарываться, что мы и увидим в ближайшее время. У нее есть еще одна очень удобная особенность. С учетом того, что обе стороны у нее одинаковые, ее можно снять, перевернуть. Я видел, во всяком случае, на фотографиях, живьем не видел, потому что не встречал строителей пароходов деревянных. И она будет работать как топор, потому что гнездо квадратное, универсальное, разворачиваешь, и там, где ты не подлезешь сбоку, в смысле сверху, снизу, ты можешь подлезть сбоку и выполнить ту же самую работу. Очень удобно. Это, так скажем, деление по назначению. А есть деление по регионам. Вот этот товарищ называется
тип Азума или восточный тип. Чтобы было понятно, он, видите, очень тоненький, без усиления. Железка стоит ровная, и здесь гнездо крепления. В противовес, и, как правило, форма у него прямоугольная, в смысле с прямоугольными плечами и достаточно длинные. В противовес ему выступает так называемый осокский тип. Если мы повернем ее, видите, какая толщина. Причем эта толщина, край сведен на 0, а толщина в середине. Здесь где-то примерно больше сантиметра толщиной. А края сведены в 0, как лезвие. Это осокский тип. Принципиальной разницы между ними в работе нет. Просто в предпочтениях. Есть еще несколько типов, которых у меня нету. Например, тип Якко. Это вот так вот срезанные углы. И он такой напоминает треугольную лопаточку. Но это из очень старых вариантов, когда просто полосу, пластину железа заворачивали здесь. И получалось такое тесло. Это, кстати, в примитивных культурах или когда кузнецы еще неопытные, достаточно распространенный вариант. Есть вариант, называется коумори, летучая мышь. Такая же пластина, как правило, поуже, и вот так вот вынутую здесь полукруге. Напоминает по внешнему виду летучую мышь. Какой-либо практической пользы, ну, может быть, удобно выбивать. Какой-то практической пользы я не видел в этом, но, скорее всего, это просто предпочтение того или иного района. По форме режущей кромки выделяется форма хамагури. Вот это вот и есть та самая хамагури, обозначает ракушка. Потому что по форме она напоминает ракушку. Единственное, что здесь хамагури, они обычно имеют вогнутую форму. Ну вот примерно как вот это вот из рубанка в тесло. Вот такую же вогнутую форму. Но только не настолько, разумеется, вогнутая, а так более пологая. Для чего она используется? Для обтесывания бревен оно как бы не особо удобно, но зато ей можно делать рисунки, так называемые нагури. Нагури, или по-другому как тёна нагури, это рисунок, который можно создавать с помощью тёна. Я, конечно, попробую тут понасоздавать, но учитывая, что у меня нету 30-летнего опыта работы, а даже нет и 30-минутного, очень маловероятно, что что-то удобоваримое получится, но можно потренироваться, глядишь, что-то и выйдет. Рисунки имеют различное наименование. Если просто ровные полосы, как правило, на узких брусочках. Если мы возьмем брусочек и набьем на него такие вот ровные волну, это будет называться вельветом, в японском варианте сазанами, волна такая, вельветообразная, мелкая. Есть другие, ну, хамагури вариант, когда вот этими выбранные ракушечки. Есть вариант черепаха, кико нагури, но это уже совсем мастерство, когда на выходе получается вот такие вот шестигранные фигуры в шахматном порядке, четко выстеленные. И напоминает панцирь черепахи, как сложен, абсолютно точно напоминает. Ну, как говорил один товарищ, чтобы так петь, 20 лет учиться надо. Очень долго. Ну, для тех, кто попроще, можно сделать ишигаки. Ишигаки — это просто стесываешь в хаотичном порядке. Получается что-то вот такого плана. Ищи — это камень, как бы каменная кладка такая, разнообразная. Покажу поближе. Очень часто тёна используется для зачистки
бревен небольших с тонкой корой сразу используется. Но если бревно нормальное, большое, которое требует снятия коры, причем кора, как правило, набита всякой гадостью, и поэтому хороший, качественный инструмент для этого использовать, в смысле, тот, который дает чистую поверхность, использовать смысла особого нету. Первый инструмент называется очень красиво Маруда Кавамуги. Вот он. Перевод, к сожалению, такой же обыденный. Маруда — это бревно, Кавамуги — это обдирание шкуры, вернее, обдирание коры. Для снятия коры инструмент. В принципе, абсолютно подобные же вещи используются в европейской традиции для обдирания. Ну, раз мы все-таки говорим о японском инструменте, я вам покажу, как он работает на примере. Тут у меня есть пару бревнышек, притащил с улицы, и мы их слегка обдерем. Итак, Маруда Кавамуги инструмент. Вот это мой обычный стандартный набор обуви. Такой, скажем, обувь чикагского гопника. Без шнурков. На зоне же все равно у них там снимут, поэтому, чтобы удобно было. Но так как мы работать будем все-таки японским инструментом, в честь торжественного случая, я одену те самые японские тапочки, которые я одеваю один раз в год, исключительно для съемок. Не думайте, что я в них хожу постоянно. Не, я бы, конечно, с удовольствием, но вот выйдя в ту дверь, я попадаю на территорию моего участка, который, в частности, весной несколько, так скажем, не покрыт асфальтом. А чем он покрыт, знает каждый владелец дачного участка весной. Итак, поменяем обувку на более подходящую данному торжественному случаю. И приступим к работе. Основная особенность этих таби — это система шнуровки, так скажем, задняя. Она позволяет очень плотно с помощью вот этих вот лепесточков охватить ногу, какой бы формы, так скажем, ни была ваша нога, толще, тоньше, больше, меньше. Она делает ее просто как влитую. При моем очень большом, доставшемся от родителя подъеме, если бы не было такой шнуровочки, подобного плана обувь я бы не смог даже одеть. Ну вот, теперь я, так скажем, похож на приличного японского дайку. Ну, штаны у меня есть еще покруче. Совсем дайковские, но они сильно покоцаны сейчас жизнью. Но вы их еще увидите. Итак, что мы имеем? Мы тут имеем бревнышко клена, который я у себя на участке спилил в том году. Ну, попробуем ободрать с него кору. Как я говорил, инструментик сделан не под меня. Маленький. Ну, как видите, работа беспроблемная. Ну и по березке. Вы не думайте, что я извалял эту березу в грязи, что она такая черная, а не как нормальная белая береза. Вот это вот и есть наша сахалинская каменная береза. Каменная она называется потому, что тот, кто работает с сухой березой, видите, даже так не хочет браться, он сразу вам объяснит, почему она называется каменная. Ну, полностью я оббирать не буду.
Видео имеет исключительно образовательные функции. Посмотрим, что у нас получилось. Вот такое качество обработки поверхности предварительной. Бревно все обдирается, разумеется, полностью. Но не обязательно используется вот этот кавамуги. Иногда бревна сразу обрабатывали тёна, потому что топором лишняя морока. Итак, тёна, просто тёна. Идут сверху вниз, чтобы каждый следующий удар убирал следы предыдущего. Итак, проверим насадку. Насадка должна быть плотной, чтобы никто никуда не качался. Именно так это и делается. Как правило, бревно находится на такой высоте, и человек идет и, так скажем, между ног своих работает. Ну, у нас оно немножко пониже. Так, возьмем свежую сторону, чтобы не думали, что я тут вам специально подставные делаю варианты. И вот таким макаром, пока не закончится бревно. Предварительно его, конечно, размечают. Итак, смотрим результат, который у нас получился. Ну, для человека, не имеющего 20 поколений в запасе, работающего первый раз в жизни, ну, очень даже неплохо, я считаю. Туда же ремонтировать, конечно, не дойдут, но, тем не менее, на дрова бревно обтесать, наверное, позволит. Ивакуни тёна. Ну, это самый приятный у меня инструмент. Как говорят наши коллеги с Украины, берешь руки, маешь вещь. Вещь конкретная. Не знаю, получится ли работать конкретно по этому бревну, но попробуем. Самое забавное, работа абсолютно безопасная, потому что любое движение проходит мимо ног. Если бы я стоял непосредственно на бревне, работал, то там используется вот такая техника. Стоит человек, ну, бревно, разумеется, закреплено, нога у него приподнята, и если вдруг, что маловероятно, у мастера соскользнет, она просто пойдет под подошву. Как бы учитывая, что одноногих плотников и беспалых столяров в Японии я не встречал, видимо, эта техника вполне себя оправдывает. Видите, за счет того, что она двухсторонняя заточка, она сразу пытается зарыться. И, разумеется, нормальный мастер без проблем решит этот вопрос. Но я не нормальный, я просто хороший. У меня она, видите, зарывается. Что, в принципе, должно с ней быть. Потому что она работает на стесывание большого количества материала. Попробуем покрасивше. Вот с этой стороны. Очень часто я видел, когда работают, они по нескольку раз, когда делают красивый узор. Мы попробуем его сотворить. Ну вот как-то так.
учитывая, что инструмент корабела. А из этого бревнышка кораблик явно не получится. Будем считать результат заслуживающим уважения. Смотрим, что у нас получилось. Вот такие следы на неподготовленной поверхности для придания формы. А сейчас попробуем сделать следы уже на подготовленной поверхности, так скажем, украшательством займемся. Разумеется, в промышленных целях давно уже никто не пользуется тёна для создания, так скажем, ровной поверхности бревна, после него уже идет яригана. Но это ремесло тёна в Японии в наличии, более того, они делаются, выпускаются, продаются достаточно хорошо, потому что, во-первых, при любых храмовых праздниках, которые происходят, и там нужно сделать какие-то манипуляции с деревом, используется только аутентичный инструмент. Плюс существуют всевозможные мероприятия типа Такуми-но Мацури. На Такуми-но Мацури он проходит по-моему, в Киото или в Наре. Сейчас не могу точно вспомнить. Там, ну, такие праздники проходят во многих местах. Там соревнуются плотники и просто любители между собой. И вот стоит штук 30 бревен, на каждом бревне стоит дайку-сан с тёна и вытесывает бревно в каком-нибудь красивом стиле. А народ ходит, умудренный регалиями какими-нибудь терадайку, и смотрят, кто из них лучше выглядит. Так что ремесло не пропадает. И плюс очень популярно в Японии показать свое, так скажем, богатство где-то в мелочах с помощью использования обработанных ручным инструментом балок при строительстве дома, которые на виду, или досок, обработанных тёна в какой-нибудь хитромудрой нагуре. Вот мы имеем такой брус, очень неровный, давно валявшийся. И делать мы из него будем вот такой. Это брусья от ящиков, от американского оборудования. Ну, вы, конечно, никто из вас, надеюсь, не подумал, что я буду с помощью тёна из такого бруса делать такой. Ради смеха, конечно, можно было бы попробовать. Но вообще этот брус сделан с помощью станка Powermatic распиловочного и рейсмуса Warrior. Вернее, фуганка Warrior с хеликаловским, так скажем, резаком. Хотелось бы, конечно, еще и рейсмус Powermatic, но их еще нету. И не факт, что у них будут деньги, поэтому обычной, всем известной Макитой тоже замечательно работает. Но данного товарища мы будем терзать именно традиционным японским инструментом. Будем мы с вами делать ишигаки, что означает каменная кладка, а значит расположение рисунка хаотическое. Я специально взял с различными сучками и прочими, потому что без разницы, на каком материале делать. Вернее, у меня просто другого нету под руками. Сучки дают разнонаправленность волокон. Вот такой получается рисуночек. Вот это наша местная родная лиственница. Попробуем сделать рисунок на ней.
Она после рейсмуса, так скажем, равнять ее не нужно, а вот изуродовать запросто. Страшный комментарий о том, что я себе пальцы подрублю, не пишите. Я, во-первых, не отрублю. Видите, куда заходит инструмент, если что. Вековой опыт безногих японских плотников. Ну вот как-то так. Смотрим, что у нас получилось. Планировалось, конечно, с азанами вельвет. Но получился, в принципе, вполне приличный ишигаки, что означает каменный рисунок. Сейчас я поверну немножко под углом, чтобы его было видно. Разумеется, этих вот скосиков выбоин быть не должно. Попробуем сделать, раз уж мы уже великие мастера, раз я это сделал уже аж 2 раза, могу считать себя старым японским мастером. Давайте сделаем на новой поверхности новый рисунок. Наша задача не оставлять задранных волокон. Ну, с ума сойти. Ну, просто красота. Попробуем подчистить, чтобы было видно, как она идет. Ну вот у нас получился рисунок. От тесла. Если бы это было бы ракушечной формы, кстати, попробуем сделать все-таки второй вариант тесла полукруглый, посмотрим, как оно будет работать. Интересная история этого тёна. Вернее, правильнее будет, конечно, назвать хамагури тёна. Сама железячка была найдена на Сахалине. Мне ее дал мой хороший товарищ. Еще по институту он занимается, так скажем, раскопками периода Карафута. Здесь у нас это популярное занятие. А ему, видимо, в порядке взаимообмена дал какой-то другой, взаимозачета, какой-то другой товарищ из копателей. Но история на этом не закончилась. Где-то примерно лет 20 назад в одном из японских сараев старых, у нас еще их много оставалось, я нашел вот такую клюшку. Вернее, даже этот сарай находился недалеко от моего дома. Я нашел вот такую клюшку. Я еще подумал, о какая. Кто-то, видимо, хотел себе сделать тросточку. Единственное, меня смущало, вы видите, вот такая странная форма этой тросточки. Она кривая. Ну, думаю, ну ладно, человека не было другого. Что нашел, то и нашел. Ну, пока я не увидел вот этих товарищей. Здесь сильный загиб. Здесь загиб слабее, практически
похожий на этот. Видимо, изначально изгиб был сильнее сюда, просто со временем, ввиду того, что веревочки здесь нету, и, видимо, отпилили какую-то часть, которая была дальше, он просел. Но, в принципе, раз мне эта рукоятка есть, я сделаю полный комплект под свой рост и, может быть, даже ее посильнее согну. Вот здесь видно, что компрессия древесины, что его сгибали в этом месте. Ну, попробую сделать и испытать, так скажем, вместе с вами. Совместим приятное с полезным. Нет, не получится сильно низко. Обтешим. А потом подстрогаем. Рубанком этот наш будущий тёна или будущую тёна. В японском языке нету рода, поэтому тёна может быть кем угодно. Кстати, этого дерева не узнаю. Немножко похоже на ольху. Но, как правило, в такое время ольха уже не сохраняет своего цвета. Так, ну, грубо обфигачили. А теперь уже остальное будем делать рубанком. Примерим. Подтешим. Рубанок у меня здесь это обычный составным ножом, потому что строгать деревяшку, которая лежала неизвестно где, в неизвестно каких условиях, знаете, я бы не рискнул сколь-либо-нибудь приличным инструментом. Так, края нужно подтесать немножко. Все в Японии делается исключительно методом подгонки. Зато оно никогда не рассчитаешь с такой точностью, какой точностью можно подогнать. Посмотрим. Маленьким уже выбрать. Совсем чуть-чуть для более глубокой посадки. Этот рубанок имеет возможность заворачиваться. Это удобнее, потому что большой рубанок здесь, например, не поместится. Ну, в принципе, уже похоже на то, что должно быть. Подровняем. О! Сейчас надо выровнять, чтобы у нас клин лег. Это у нас будет с клином. Выше надо захватывать. Потом поменяем. Так. Ну, в принципе, фирма признала работу законченной. Я не уверен, что она на самом деле закончена.
надо, чтобы инструмент не слетел, чтобы он держался. Так, ну тут даже для меня длины много. Где-то мы вот так вот это дело сейчас все отпилим. Это примерно вот на такой высоте. Я думаю, много не мало. Если что, я себе еще уберу лишнее. Облагораживать ручку пока не будем. Это я сделаю впоследствии, без вас. А мы попробуем создать узор. Итак, дамы и господа, это тёна, как тот пароход в Волге-Волге. 80 лет на приколе стоял. А сейчас мы попробуем с ней что-то сделать. Учитывая, что мастерство оператора тёны такое же, как мастерство капитана того парохода, но там в итоге все закончилось хорошо. Посмотрим, что у нас будет. Но ракушечка у меня не получается, потому что она входит вовнутрь все время. Попробуем приноровиться подбрасывать ее вверх. Ну, уже лучше. Да, такую работу на аукционе продать будет сложно. Подровняем. Ну, это уже даже очень даже неплохо, я считаю. Еще 40-50 лет тренировок. И может быть считать меня великим мастером. Учитывая, что этот инструмент не работал дольше, чем я живу. Я вам сейчас с гордостью продемонстрирую результаты моего труда. Обратите внимание, какой узор, как этот мех играет на солнце. Я вам даже разверну, чтобы вам было удобнее видно. Вот здесь, как минимум, уже хвост черепахи просматривается. Глядишь, так годам к 80 действительно и панцирь появится. Если мне попадется специальная тёна, полукруглая. Ну вот, дамы и господа, вернее, господа и дамы, потому что дам у меня 0,004%. Как говорится, пришло время прощаться, но англичане уходят не прощаясь, а русские прощаются и не уходят. Поэтому я сейчас попрощаюсь, а уйду попозже. В общем, бывайте здоровы, живите богато, особенно бывайте здоровы с этим дурдомом. А я вам еще там хвостик небольшой по скриптум приложу. Посмотрите. Раз пошла такая пенка, давайте попробуем. Есть вот два тесла рубанковских. Этот, как говорится, купил. А этот говорит, зачем купил? Подарили. Вот это мне подарили. Вот я купил сам, потому что у него другой вариант заточки. Попробуем такую мелкую черепашку сделать.
Надо на какой-то ровный поверхности, чтобы было лучше видно. Выпрыгивает. Вот этот товарищ зарывается глубоко. Если бы он был бы менее крутым, черепаха была бы более настоящей. Но если я так продолжу на автомате, то у меня получится обычная мисочка. Только надо, конечно, будет работать сидя, более удобно. Ну вот и так дальше и дальше, и будет миска. Наверное, придется из нее эту миску и сделать. Ибо другой вариант не прокатит.